Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Мир моделей, меня зовут Павел. Сегодняшняя наша передача посвящена задаваемым очень часто вопросам. Это подготовка остекления фонарей кабин перед установкой на модель. То есть есть определенные нюансы, сложности с обработкой, с приведением этих данных фонарей в хорошую, аккуратную форму и беспроблемной установки. Значит, что здесь есть, какие нюансы? Значит, вот, например, я сразу хочу вам продемонстрировать. Вот здесь вот под пластиковом пакете у нас находится остекление фирмы Эдуард в 48 масштабе. Это модель для модели истребителя МиГ-21. Значит, что бы хотел сказать одно. Я уже как-то в одной из своих передач рассказывал о том, как правильно снимать остекление с литниковой рамки. Очень часто, фирма Эдуард сейчас делает немножко по-современному, но очень часто бывает так, что литьевые приливы идут с двух сторон. И получается, что когда моделист откусывает с одной из сторон, за счет того, что прогибаются кусачки, двигается в связи с надкусом, происходит вот здесь вот надлом. Очень часто в этом месте фонарь трескается. Не всегда есть запасные части именно в прозрачных деталях. Почему-то фирмы никак не могут, уже столько лет они выпускают модели самолетов, но, к сожалению, дубликатов у них нету. И поэтому фонарь — это самое лобное место. Если его потерять, то это, в принципе, крест на всей модели. Поэтому перво-наперво это грамотное, аккуратное отделение именно остекления, элементов кабины от литниковой рамки. Вот, я вам покажу на примере вот здесь вот откидная часть и козырек кабины. Тут все просто. Здесь мы обыкновенным образом отрезаем, потом отрезаем вот эти вот основные, вот эти вот приливные, потом, естественно, если у нас открытый-закрытый будет, и потом вот эти вот все вот вещи мы аккуратно вот убираем. Вот. Но очень часто бывает, как я уже сказал, что вот фонарь, вот здесь вот эта приборная доска, как будто бы это у нас будет фонарь. Вот она бывает вот в таком виде. Если вот произвести вот здесь вот надрез, то за счет того, что происходит движение сюда, произойдет, так сказать, повреждение фонаря. Поэтому я вам рекомендую, что сначала для того, чтобы вот снять такую деталь, вы сначала для фонаря делаете вот таким вот образом, потом вот таким вот образом, а потом уже отрезаете ее здесь. Вот она у вас выходит вот в такой вот рамке. И потом спокойно либо модельным ножом, либо кусачками уже убираете вот таким вот образом. Потом уже подгоняете. Но я еще раз говорю, что это у нас сегодня мы именно говорим о фонарях. То есть здесь я просто продемонстрировал, как это лучше всего делать. Вот. Что еще бывает из очень сложного? Вот, например, вот здесь вот я вам сейчас покажу. Это фонарь F16 в 48 масштабе. Вот так сейчас отливает фирма Tamiya. F16 это сейчас в 48 масштабе. Это лучшая модель в данном масштабе. Вот здесь вот мы видим, фирма позаботилась о том, что при транспортировке фонари не поцарапались, не помялись. Поэтому есть такая, так сказать, дуга безопасности, назовем ее так. Но сразу вот я сейчас отделю и покажу вам то, что очень часто пугает всех моделистов. Это вот этот вот вдоль, здесь литниковая рамка, это стык пресс-форм. И здесь, если посмотреть внимательно, есть шов. Этот шов очень хорошо виден, и он портит общее впечатление модели. И обязательно от этого шва надо избавляться. Сегодня я покажу вам, как это делать. Могу сказать честно, что не все то, что я вам покажу, я изобрел сам. Что-то я подсмотрел у своих коллег, что-то увидел у других, попробовал. Что-то мне понравилось, что-то нет. Но тем не менее я покажу вам вот на примере вот такого же фонаря от модели. Это Kinetic F16. Тоже здесь присутствует вот этот вот шов. Тоже вот сначала мы, конечно, отделяем лишний литник. Вот непосредственно нам вот этот шов нужно убрать. Вот сейчас вот мы
покажу вам в общих чертах, как я буду избавляться от этого шва. Значит, используем мы здесь томиевский скотч. Берем две такие вот полоски, выклеиваем вот где-то вот, наверное, я вот выклеиваю вот так вот, то есть вот таким вот образом с двух сторон этого шва, вот таким вот образом я выклеиваю, для того, чтобы просто не царапать остальное. И всем известным томиевским ножом вот эту вот часть я вот таким вот образом ее вот таким вот образом я ее сейчас это будет царапаю, соскребаю или сошлифовываю. Какой вам термин больше всего понравится, можете его использовать. Это, так вот сказать, вот грубое. Вот. Дальше, естественно, все это занимает намного дольше времени. Дальше мы используем наждачную бумагу. С обратной стороны здесь всегда написана ее зернистость. Вот эта зернистость 1500. Нам нужна будет наждачная бумага 1500 и выше. То есть 1500, 2000, 2500. Сейчас есть наждачные бумаги 3000, 4000. Они тоже вполне подойдут. Ну вот, отрываем вот, допустим, вот этот кусочек. Обязательно используем воду. Мочим. Вот, и вот таким вот образом вот начинаем это же место вот таким вот образом затирать. Значит, бумага намокшая не забивается абразив, и меньше будет вот этих вот царапин. То есть делаем сначала это все наждачной бумагой зернистостью сейчас у нас 1500. Вот. Затем мы все это делаем, используя зернистость 2000, потом проходим это все 2500, а дальше, то есть вот я сейчас открою вам вот этот, уберу вот этот самый, вам будет все понятно. Видите, вот сейчас уже здесь шва, уже его нету. Теперь задача такая, нужно вот убрать, заполировать, чтобы кристально заполировано было вот именно вот в таком же виде. Единственное, что хочу сразу предупредить наших коллег-моделистов. Манипуляции со шлифованием очень сильно отдаются на вот именно на эти стеклянные детали. Вот этот фонарь за счет того, что вот своей такой конструктивной особенности, он так выглядит и на самолете реальном, он довольно-таки прочный. Но есть очень хрупкие детали. И при вот этих вот манипуляциях, когда вы будете его шлифовать, очень возможно, что он может либо здесь, как правило, вот чаще всего здесь вот фонари трескаются. Поэтому, если вы чувствуете, что фонарь очень хрупкий, можно взять какой-нибудь, ну, например, кусочек какого-нибудь дерева или вот, допустим, вот такой вот вещь, и этот фонарь вот так вот скотчем закрепить. Но я сейчас вам показываю все это немножко примерно. Я просто для того, чтобы вы просто поняли именно саму идею. Вот таким вот образом скотчем за нижнюю часть вы его, вот какому-нибудь основанию, вы его, так сказать, временно прикрепляете для того, чтобы производить уже, держать именно не это, именно от сжатий боковых стенок, и происходит трещины на фонарях. Еще раз, я уже сегодня уже говорил, что треснутый фонарь, это не лечится ничем, к сожалению, это уже только выкидывать. Понятно, это, значит, я вам сейчас объяснил. Теперь мы переходим непосредственно к, то, что я уже сказал, это к полировке фонаря. То есть мы уже остановились на том, что мы уже разные, наждачная бумага разной зернистости мы уже здесь прошли. И теперь мы приходим к полировке. Полировку производить лучше всего вот такими вот так называемые, вот есть компаундные. Это не что иное, как полировальные пасты. Вот, я использую две из них. Это использую Fine и использую Finish. Это полировальные пасты. Внутри них находится вот такой вот тюбик. Ну вот, вы
его, естественно, как и зубная паста, вы его продырявливаете. Потом берете вот так вот ватную палочку. Можно использовать ватную палочку, можно использовать диск. И вот такими обязательно круговыми движениями можете в этот момент поставить какой-нибудь фильм, потому что это занятие довольно-таки продолжительное. Постепенно будет данный состав впитываться в ватную палочку. Вот, поэтому нужно его будет немножко периодически добавлять. Вот даже сейчас я вот всего лишь чуть-чуть вот уже потер данный фонарь, хотя вот сейчас мы его протираем вот насухо тряпочкой. Вот уже смотрите, видите, даже уже проглядывает кое-где уже вот таким вот образом. Ну, понятно, что я здесь не проходил, конечно, 2000, 2,5 и так далее. То есть можно сначала начать это делать с вот таким вот файном. Вот. И финишная полировка уже будет происходить с помощью вот такого компаунда. Финиш — это вот черная этикетка. Но единственное, что финишным компаундом нужно делать, полировать намного дольше, чем финишем. Вот. Ну, теперь не могу обойти данную тему, которую очень многие из моделистов слушали, очень часто задают вопросы. Есть такой термин, как купание фонарей в футуре. Что это такое? Сегодня я расшифрую. Есть вот такое средство. Это средство не продается у нас в магазинах. Это не что иное, как полироль, лак. По сути, это акриловый лак для деревянных полов. Американский. Есть всевозможные аналоги его. В чем его преимущество? К тому же многие спросят, есть акриловый лак от Tamiya X22. Так вот, тамиевский лак не кристаллизуется. Данная вот эта так называемая футура, она при высыхании дает покрытие, которое можно полировать. Многие моделисты используют это в качестве финишного покрытия перед декалями или после декалей. Они разбавляют это водкой. Извиняюсь, пусть простят меня дети, если слушают они эту передачу. И используют его для того, чтобы некоторые разводят его еще в жиже, разбавляют и заливают поверхность перед нанесением декалей через аэрограф. Вот. Значит, для простоты я отлил некоторую часть футуры вот в такую вот банку. Я сейчас в нем буду именно купать фонарь. Здесь есть несколько нюансов. Я сейчас сразу вам объясню. Значит, в чем заключается проблема? Мы сейчас опустим данный фонарь в банку. Я покажу, как это делать, как его вынимать оттуда. И сразу встает вопрос, что фонарь будет мокрый, влажный. Естественно, к нему будет прилипать различная пыль. У меня, например, дома есть домашние животные в виде собаки. Естественно, потом, после этого, если положить в какое-нибудь даже укромное место, все равно будет пыль. Поэтому необходимо заготовить вот такой вот, у меня вот такой вот бокс. Это не что иное, как ушные палочки, ну, так называемые ватные палочки. Только вот я использую их вот в таком виде. Здесь находится салфеточка, которая впитывает. То есть смысл в том, что я сначала сейчас буду окунать фонарь, потом я его положу его вот сюда. И вот таким вот образом накрою. Закрыл я, здесь есть вентиляционное отверстие, чтобы палочки для палочек. Эти все закрыто. Вот здесь я их заклеил скотчем. И фонарь спокойно в течение там суток высохнет. И на нем не будет никаких пылинок. Но при этом хочу вам сказать, если у вас все равно попала пыль каким-то образом, то все вот это покрытие, которое даже засохнет на вашем вот этом фонаре, можно убрать с помощью нашатырного спирта. Единственное, что, конечно, это очень такая будет запаховая процедура, но тем не менее это легко все можно. Если вам понравилось, где-то какая-то образовалась капля, пузырек, волосок, сдирать это, заполировать бесполезно, лучше смыть и повторить процедуру заново. Итак, показываю. Открываем. Примерзло. Открываем баночку. Вот. Значит, смотрите, ну, естественно, фонарь должен быть обязательно, ну,
Сейчас, конечно, он не зашкурен до конца, не заполирован. Естественно, в рамках этой передачи это сделать сложно. Значит, берем его за самый краешек. Как правило, самолет у нас смотрит с левого борта, поэтому давайте возьмем его лучше всего с правого. Вот таким вот образом мы его опускаем вниз. Вот он полностью окунулся. После этого мы немножко вот так вот поводим, для того, чтобы пузырьки воздуха, если они там оказались, чтобы они, так сказать, покинули. И потом самое главное, что фонарь нужно вынимать очень медленно. Желательно не делать это 31 или 1 января. И вот таким вот образом мы его вот так вот вставляем его на салфетку и сразу же закрываем его вот таким вот боксом. Потом бокс этот мы кладем, естественно, в какое-нибудь уже можно укромное сухое место. И фонарь спокойно, остекление высохнет. Что дает футура? Она убирает всякие микротрещинки, микроцарапинки. Нет, микротрещинки, конечно, ну тоже может, если не сквозная трещина. А царапины он убирает хорошо, и причем фонари приобретает такое вот действительно кристальная чистая прозрачность. В этом их большой плюс. К тому же, если он полностью высох хорошо, он более стойкий к клеям, не так реагирует он на замутнение от испарения того же жидкого клея томиевского. Сегодня я вам показал вот купание красного коня. Ну, потом уже, значит, вот я вам сейчас покажу другой фонарь. Фонарь, когда вот он абсолютно высохнет, дальше его можно спокойно уже традиционно, как я вам уже показывал, с помощью скотча его можно уже маскировать, то есть вырезать, готовить его уже под покраску. Можно его потом уже устанавливать уже непосредственно на модель, либо окрасить и остановить его уже в конце модели. Ну вот, уважаемые коллеги, вот такая у нас была интересная с вами встреча. Мы сегодня показали очень часто задаваемый вопрос, что такое купание фонаря в футуре. Я вам показал данный процесс. Еще раз могу сказать одно, что данный продукт не продается у нас в магазине, есть его аналоги. В Санкт-Петербурге, в Москве футуру можно найти в модельных магазинах, в некоторых, ну и в интернет-магазинах можно найти. Вот. Что бы хотел сказать еще, что очень часто попадаться будут именно стыки пресс-форм на прозрачных деталей, которые очень портят внешний вид модели. Их нужно обязательно убирать. Убирать их нужно только механически. Последовательность действий я вам сегодня постарался рассказать. Я думаю, что вам будет все понятно. Я надеюсь, вам также поможет вот какие-то новые вещи, которые я вам показал. Еще раз говорю, что я не претендую на то, что я автор-изобретатель некоторых вещей. Что-то я подсмотрел у других коллег. Как говорится, велосипед не совсем мой. Вот, я также вам рассказал сегодня про компауды, что их можно с успехом использовать в доведении, в полировке ваших фонарей до кристально чистой прозрачности. Я думаю, что это вам очень сильно поможет. Так что, если вы собираете реактивную авиацию, не бойтесь вот этих вот швов на откидывающих частей фонарей. Можно с ними успешно бороться, только зная, как это делать. Меня зовут Павел, это магазин Мир моделей. До новых встреч, всего наилучшего.